Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Всем привет! Вы на канале Польза Стрима. Меня зовут Саня. И здесь только самые топорные стримы с целью сэкономить вам средства. И обычно это дело у нас получается. Почему? Потому что мы все делаем в онлайне. То есть все, кто хочет рассказать нам про то, что что-то стоит приобретать, могут прийти сюда и посмотреть в онлайне тесты смартфонов. Что у нас здесь есть? У нас есть Honor 200. Мы его уже гоняли. И спойлерну, это лидер, в моем понимании, смартфонов в категории до 30 тысяч рублей. Опять же, в глобальных версиях. Почему? За этот стрим я, надеюсь, вам объясню свою позицию, потому что когда мы открываем тот же Antutu, 800 тысяч баллов – это кот наплакал. То есть те же деньги вы можете купить, если для баллов, Poco X6 Pro дешевле за 20-ник. Можете купить спокойненько себе Poco F6 за 26. Можете купить, вообще много чего можете купить. Но, сейчас 5 секунд, ISO подниму. Но все это будет хуже оптимизировано. И проблема была как раз в том у нас, когда мы его в прошлый раз тестировали в китайской версии, в том, что, к сожалению, он был оптимизирован шикарно. Всем привет, Влад, Игорь, Алексей, Фаталист. Мы еще параллельно Poco X6 Pro разыграем. И, кстати, пока я не забыл, если есть претензии по съемке, камере, звуку, пишите. Шикарный зарядник. То есть я ступил, когда заказывал Honor 200, он у меня пришел вот с таким вот зарядником. Этот, я помню, зарядник был у меня, это UK-евский, и он у меня работал, такой же был зарядник хорошо, переходник у меня есть. То есть вы не можете купить под такой обычный переходник. Хотя, может, и можете. Наверное, можете. Потому что у меня переходник получается анкеровский с трансформатором. В общем, в целом, обращайте внимание, когда что-то будете приобретать. Распродажа идет на Али сегодня, и это не хаос, это просто попытка рассказать какие-то вещи, которые происходят одновременно. Сегодня еще раз, очередной раз купил iQOO Z9 Pro. Напоминаю, что Pro Plus у меня уже на руках, его просто думают, как послать. И китайская версия GT6. Уже одна на руках, и вторая уже прошла таможню. То есть одну я купил для продажи, одну купил так. И эксперимент вроде бы удался в плане того, что продать я его точно дороже 33 тысяч продам. Да, не без греха, как говорится. Ну, ничего плохого я в этом не вижу, повторяюсь. То есть то, что я вам рассказываю, что я вам показываю, примерно так у меня и происходит. И повторяюсь, вот если, допустим, Xiaomi 14 Ultra покупал, я на ней потерял 30 тысяч рублей перепродажи, то на каких-то смартфонах очень редко, но я могу заработать. Ну и в конце концов Poco X6 Pro, который я разыгрываю сегодня тоже, раз в месяц, я напоминаю. Потом Poco X7 Pro выйдут, буду, наверное, их разыгрывать. До этого, сейчас 5 секунд, разыгрывал Mi Band. Не забываем прожать лайк все, кто пришел, все, кто оставляет любой комментарий. Огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Времена сейчас такие довольно простые, что есть альтернативы по площадкам. Но напоминаю даже тем, кто очень сильно радеет за российские площадки, у ВК, Видео, у Дзена и всего остального, они недавно пиарили свою тему, что у них 1500 гигабайт, 1,5 миллиона гигабайт памяти. Только напоминаю, что это всего 2% от того, что есть на YouTube. То есть не 2, сейчас я вам скажу. То есть им надо сейчас 56 миллиардов, а у них 1,5. Они сказали, что у них 1,5. То есть в лучшем случае 2,6% у них объема для того, чтобы просто переместить все, что уже есть на русском языке с YouTube. И опять же, по их заявлению, и это на 3 площадки.
И чем меньше людей, наподобие меня, будет туда лить видеоматериал, тем выше вероятность того, что она дольше проработает. Потому что если YouTube полностью закроют, и можно будет заходить только через 3 буквы, либо какими-то ухищрениями. Все равно сейчас какие-то способы есть. В Китае, допустим, повторяю, что можно без проблем через мобильный интернет заходить. А российские платформы 100% крякнутся, либо просто перестанут давать возможность загружать ролики. Но это чистой воды физика. Я думаю, вы понимаете, что такое винчестер. Может быть, у них какая-то супер технология по сжатию, которая YouTube не снилась. Пока я вижу просто, что они кошмарят лютейшим образом качество того, что я туда выгружаю. Но окей, люди, ну, у людей нет выхода, они смотрят. Вот, это кратко по поводу платформ. Повторяю, что я на ВК с удовольствием выгружаю. Иногда выгружаются сутки, иногда 48 часов. Всем будущим блогерам напоминаю, что в ВК отсутствует система рекомендаций в Рутюбе. Если вы не политический блогер, за который платит государство, то тогда вы там не выстрелите никак. Либо если вы не такой же блогер, как, допустим, ко мне они приходили и говорили, мы тебе дадим столько-то миллионов просмотров, столько-то денег, но ты нам выгружаешь эксклюзивный контент. Все еще, кстати, приходили даже после блокировки. Вот. Но мои, к слову, к моим технознакомым почему-то никому не приходят. Я не знаю. Но у меня такое бывает, что, допустим, у меня контракты какие-то там выходят, по техно там. По-моему, со Сбером было, когда мне написали, что просто чувак, который заказывает, он смотрит мой канал, и поэтому он сказал, чтобы он был. А так бы, типа, мы с тобой никогда не работали. Вот с ВК, мне кажется, такая история, что просто кто-то меня смотрит, и все. И там, в общем, не самопиар это. Тем более мы на стриме, на котором, сколько там у нас? 8500 человек. Заметьте, у меня же есть второй канал, но я использую этот. Вот. Так вот, по поводу блогеров. Если вы хотите бесплатно, не используя миллионы своих рублей, чтобы вас кто-то смотрел, кроме как YouTube, у вас все равно ничего нет, потому что в остальных платформах нет рекомендаций. То есть те, кто смотрит меня в ВК, это не смотрят, это они просто рисуют цифры для просмотра в ленте. То есть кто в ленте видел, они и ставят вот этот вот просмотр. То есть то, что вы видите в ВК, это не просмотры. Качество там ужасное, во всяком случае, моего контента. А если вы блогер, то, разумеется, вам лучше лить везде, на все платформы, и вы увидите, какая огромнейшая разница, к сожалению, для меня и для вас, будет по просмотрам в закрытом YouTube и в супер открытых российских платформах. Потому что если вы их откроете, то это просто маленький филиал СТС, ОРТ, РЕН-ТВ и остальных федеральных каналов. То есть никакого блогинга там в помине нету. И, ну, исключая, опять же, ответвлений вот этих федеральных каналов в плане политики какой-то. То есть блогеры политические, они есть. А все остальные... Даже разделы, когда мне все время пишут их рекламщики, мне кажется, в комментариях, вы обратите внимание, даже раздела техно нету. Нигде. То есть нигде, ни в Рутюбе, ни в ВК. Я не ною, у ВК вообще отдельной программы нет. Что это такое? Ты через социальную сеть заходишь в ВК-видео. Но согласитесь, как бы одно дело YouTube, это же не социальная сеть. Это я не про наболело, может быть, кто-то их смотрит из их начальства и реально по шапке даст кому-нибудь, потому что сделайте отдельно ВК-видео, вот просто как отдельную платформу, потому что это изврат. Все равно там через одно место все, и это неудобно. Тегов нет, модерация ручная и рекомендаций тоже нет. И вот эта вот тема с вашими накрученными просмотрами из разряда вы засчитываете показ за просмотры. Напоминаю, на YouTube у меня показов там, по-моему, 20 миллионов, а просмотров 2 в месяц. Ну, вы ощущаете, да? Нет, я какой-то CTR лютый сказал. Конечно, не 20. Но, по-моему, миллионов 10 просмотров они дают мне. Не просмотров, а показов. Подписки где-то в контенте это дал. А, показов 21 миллион, кстати. 21 миллион 100 тысяч. Это для примера, чтобы вы понимали, CTR у меня 6,8. Это очень плохой CTR, но вот что есть, то есть. То есть, чтобы вы понимали, по идее, на Рутюбе у меня бы должно было быть, точнее, на ВК 21 миллион с таким подходом. ВК-видео есть отдельное, я через него к тебе нашел и подписался на тебя на ВК. То есть это отдельно, как YouTube сайт отдельный есть, Богдан, и есть отдельная программа ВК-видео, как YouTube. На телефон можно скачать. Я просто не в курсе был. А что ты здесь делаешь на стриме на YouTube? Если ты меня там нашел. Богдан, это такая себе история. Не верю,
что там есть что-то. Ну, по моим у меня просто есть разная статистика. Вот, допустим, Богдан, я открыл твой канал и вижу, что ты сюда грузишь ролики на свой канал уже как 8 лет на Ютубе. 150 видео у тебя. Почему не на ВК-то? Ох, люблю я эти подходы. Ладно. К сожалению, забежал только поприветствовать. Мистер Л, и за это огромное спасибо. Смартфон максимально не особо интересный. Почему? Потому что мы его уже гоняли. Вот, максимально приятно вас видеть, потому что 1 сентября, надеюсь, всех детей уже собрали в школу, завтра ведете. Надеюсь, дети не сильно расстраиваются, если кто-то из них смотрит этот контент. Вот. И все. Всем привет. Нет уведомления от Always. Есть уведомление. Always on Display есть. Нет уведомления от Always on Display по поводу чего. Сейчас я все сообщения включу. Если хотите помочь каналу, все очень просто. Подписывайтесь на телегу скидок. Репостите иногда, если там будет что-то приятное. И оставляйте комментарии под роликами, под любыми. Тем более будете еще и в розыгрыше участвовать. И еще раз повторяюсь, я уверен, что во всяком случае все, кто выигрывают, там Mi Band еще выигрывали, те, кто были заряжены на выигрыш. А из смартфонов не выигрывал никто. Так, что мне не нравится? 5 секунд. Богдан, успокойтесь. Релакс. Мы все, закрыли эту тему. Закрыли эту мракобесную тему. Как тебе Honor 200 Pro Global? Да это дичь архив. И он 200 Pro был обычным днищем, а с чего он в глобале будет лучше, тем более за такие деньги. Просто у 200 Pro, я сейчас вас сориентирую, сколько он стоит. Он стоит как OnePlus 12, но это стёб. Если здесь хотя бы все оптимизировано, то Honor 200 Pro купить. Сейчас посмотрим, сколько он. Если вы, опять же, готовы покупать Honor, что очень сомнительно. Я вот вижу 63 тысячи. Вы открываете Авито 56 и покупаете за 60 Magic 6 Pro. И это вообще абсолютно другая тема. То есть вы понимаете, что... Какой за 60? Honor 200 Pro днище даже за 40 тысяч. Я сейчас цены смотрю и очумеваю. Они, конечно, в себя поверили. Жесть. Ну, ждите на Авито этот шлак за очень дешево. В скором времени. Сергей, еще раз. По статистике, если вы пришли за розыгрышем, вы не победите здесь вообще никак. Поэтому можете уходить. Я каждый раз на стриме это говорю, потому что во всех 100% случаев побеждают люди, которые вообще были не заряжены на розыгрыш. То есть, если вы реально что-то смотрите, я знаю, что даже у меня администратор выигрывал, увился телефон, но я уверен, что смотрел он ни разу не в оправдании ему, а реально не ради розыгрыша, потому что чисто с точки зрения математики это как с этими, как их называют, с лотереями. Только, извините, очень глупые люди надеются выиграть в лотерею, потому что вероятнее что, правильно, вероятнее, что тебя молния убьет, чем ты в лотерею выиграешь. Это так. То есть но это не точно, понятно. Да какая разница, даже с ракет это днище, Роуз. Ну, мы же гоняли Honor 200 Pro. Он шлак, он во всем шлак. То есть у него нулевая оптимизация. Все. И все. Кстати, в моей личной телеге видели кружки? Я сегодня катал. Сейчас я вам скину. Потопы такие здесь. Здесь все время в городе прикольно, когда потоп. Не проехать. Honor 200 Pro против какой Пуры? Пура это вообще лучший смартфон на Android 12 даже в 2023, потому что в 2023 тоже не было смартфонов на 12 Android. Он вне конкуренции. Honor 200 топ.
А 200 Pro шлак. Из-за какой? Логика простая. Если вы хоть гипотетически напряжетесь и увидите название канала «Польза стримы». У меня есть основной канал «Польза.нет». И на этом «Польза стримы» мы гоняли это днище, Honor 200 Pro. А на канале «Польза.нет» вы можете посмотреть днищенские видео этого смартфона, который вообще ничего не вывозит. Из-за 40 они могут его себе в одно место засунуть, потому что за 40 штук ты можешь купить очень много хороших смартфонов. Опять же, это мое субъективное мнение. А Honor 200 ты потом вообще никуда не продашь, он никому вообще не нужен. То есть это та же категория смартфонов, как Poco F6 Pro. Но Poco F6 Pro ты еще продашь, а вот Honor нет. Вот и все. Да, Дима, в конце месяца он представит новые модели. И их будет несколько. И самая ржака, что помните, смех, извините за мой французский, это после водички. Подтопился на байке. Так вот, что я когда мутил себе один из смартфонов новинок, я умудрился купить второй. То есть мне рендер продали. Ну, технически продали. Так что я молодец. В прошлый раз у меня такая тема прокатила, а в этот раз прокатила еще интересней. Я когда-нибудь расскажу эти схемы, потому что у меня даже блогеры спрашивают, а как? А я назову это просто доверие и... ну, понятно, что смотрит русскоязычное население из разных стран, но я думаю, что везде это СНГшный подход, или СССРовский, или российский, или русский, как хотите называйте. Ну, то есть у нас есть особое свойство договариваться. Понятно, что иногда, ну, вот, допустим, договариваюсь я абсолютно бесконечно нечестно. То есть, как это называется, я постоянно предлагаю взятки, и это прокатывает. Вот. Притом, это очень плохо. Я этому не, ну, то есть это мое, вот спрашивают плохие качества. Вот мое плохое качество, я очень много чего покупал в жизни и покупаю, и мне не важно, как это, ну, как бы я живу в том мире, в котором, к сожалению, по-другому никак. Ну, вот в моем понимании. Или ты будешь стагнировать. То есть мой контент не подразумевает, что мне кто-то даст смартфон. Ну, окей, я буду договариваться по-другому. Вот. Как бы так. Нет, кто-то дает, китайцы периодически дают, то есть какие-то мракобесные третьи эшелоны. Но Honor никогда, Realme никогда, Huawei никогда. Заметьте, Honor, который мне ничего не дает и который я считаю очень убогим брендом, у меня номер один в смартфонах до 30 тысяч рублей. Nothing Phone 2 будет гораздо лучше, чем Honor. Эвелиан, проблема в том, что мы все это тестировали в онлайне, и, к сожалению, я с вами не соглашусь. Потому что он красивый, может быть, но это про другие каналы. Про ощущения, красоту, отсутствие ликвидности. Как мне... Ладно. Я с одним блогером очень часто спорю, он говорит, ну какая разница, я же не покупаю, вот у меня и ощущения. Я говорю, ну вот ты не покупаешь, вот у тебя и ощущения. Я отдал за него, по-моему, сейчас я, кстати, вам скажу, 29 штук. 29 штук и плюс налог. В рублях, если. Может, даже дешевле, я сейчас проверю. И, конечно, когда, ну, вот, допустим, я могу серовозом написать, у меня будут флагманы, у меня ко всем будет отношение зашибись. А когда, говорю, 14 ульт, вообще все вот эти китайские, Vivo X100 Ultra, Oppo Find X7 Pro, по-моему, или Ultra, все уходит минус 25, минус 30 тысяч. И Sony то же самое, минус 30 тысяч. Там, или 25, по-моему, 32 минус продал. И когда ты яблоки 14 Pro Max я продал ровно за столько же, за сколько я купил, прикиньте. А 13 Pro Max до сих пор не продавал. И когда ты продаешь яблоки в те же деньги, ты такой, что? Так можно было? Притом там через полгода, через 7 месяцев там. Ну окей, теряешь 10 тысяч, потому что он уже поцарапанный весь. А здесь такая история, что ты просто только купил, и через месяц теряешь сразу тридцатник. И ты такой... Опять же, это не к тому, что не покупать, это к тому, что у меня отношение не может быть таким же, потому что я... Вот, 320 баксов, да. Сейчас покажу. Да что ж такое, вот здесь, наверное. Вот он, 320 долларов.
Это по 92. Там двойная конвертация была. По-моему, так и выходит. 29 400. Tecno Camon 35G до 20 имеет, да хоть до 10 бери. Это третий эшелон, я его не советую. Ты его даже в ломбард потом не сдашь. Но тебе об этом никто не расскажет, кроме как здесь. А здесь будет по-любому люди, которые его продают и скажут, ну чего, нормальное устройство. Зато там, наверное, беспроводная зарядка, еще что-нибудь, да? Ты это имеешь в виду? Что имеем, то и введем. 5 секунд с моим тупым юмором, потому что мне надо подключить другой аккум. Терпите. Потом, может быть, кстати, даже зарядники подключу, потому что мне кажется, что аккумуляторы мои не свежие и не бодрые. 5 секунд. Вроде врубился. Ну-ка по процентам. Ага, 1%. Он не зарядился, не шутя вообще. 5 секунд. Терпим. Зато честно. Про что честно? Я не понял, про что вы, но хорошо. Спасибо за поддержку чего? Заблокировать. Кто там про политику пишет? Так, все. Надо будет на питание подкидывать. Что за дичь пошла у нас в чате? Почему я вижу политику? Требую поддержки админов. Прошу поддержки. Прошу поддержки. То, что я не пиарю типов, у которых донаты на всякую дичь незаконную для моей страны, или вы про что? Там, конечно, история сейчас вообще маслом, картина маслом, как говорится. Так, 5 секунд. Все. Пошла одновременная зарядка, и, по идее, у нас все получится. Должно. Я про техно. Джонни стабильно, да. Вот. Нет, просто прокатился. Я бы помог по-админски, кто-то забыл админку дать. То сейчас дам. Никаких проблем, претензий, еще чего-то с этим у меня нету. Так мне никто не писал. Кому нужна админка на этом канале, пишите. Молот Бада готов. Да я вообще не понял этой темы. Еще раз повторяюсь, канал вне политики любой. Потому что она переобувается, эта политика, быстрее. Потому что я не шарю. По-другому. Я не разбираюсь. Ни в политике, ни в религии. Мозгов нет для этого. Мои позиции, скажем прямо, вообще ни по поводу чего не менялись никогда. Озвучивая их максимально ясно, понятно и кратко. Вот. Но это не та площадка, на которой я вообще собираюсь что-то там озвучивать, к слову. Я считаю, что YouTube надо использовать не как ОРТ, РТР, РЕН-ТВ или другие подобные штуки. С твоим количеством железа к тебе нужна выделенка. Да у меня все есть, мне вот надо просто чуть мозг иногда включать вовремя. Вместо того, чтобы... Сейчас я... Powerbank нужен. 5 секунд. Банку на второй и все. Как у кого день прошел? Все. Пошла зарядка.
Когда будет обзор IQ 13? А он уже вышел? Ну, потому что они хотят очень сильно контрактов от Техно, а мне все равно, будет у меня контракт от Техно или нет. Я еще раз повторяюсь, у меня нет никаких моральных проблем. То, что я начал лупить рекламу, повторяюсь тысячный раз, когда-нибудь расскажу, я с нее ничего лично не имею. Вот, с одной стороны. С другой стороны, ну, она очень-очень хорошая в плане для продвижения, потому что так бы у меня Техно не было бы. То есть я когда его покупал, делал обзоры, от меня отписалась чертову тучу людей. То есть когда ты делаешь честный обзор на Техно и Tel или что-то подобное, у тебя народ отписывается, и все. То есть никому твоя правда не нужна вообще. То есть до такой степени их рекламой задавили, что народ не хочет смотреть на это все. Если бы не блогерская деятельность, с чем я ходил? Я ходил с Самсунгами, он у меня разбился. Sony Ericsson по 900 ходил. С айфоном я ходил, еще jailbreak делал, 7-й, по-моему, был. Потом 5-й был, тоже, кстати, iPhone. Но я ходил всегда с двумя мобилами. Был Samsung и Huawei одновременно. Huawei P20 Pro. Вообще бомба, пушка, гонка, но я просто безумно уставал после него резать видео. Ундамур, да, ну не хотят и не надо. День прошел хорошо, установил DNS-сервер. Поздравляю вас. Не забываем прожать лайк все, кто смотрит в записи. И либо как подкаст, еще что-то. Не забудьте поставить лайк. Какой смартфон лучше снимает? Realme GT 6, конечно. Артур, да. Для видеоблогера. То есть, если ну, у тебя нет альтернативы. Почему нет? Huawei нормально делали трубки до момента, как у них начали выпиливать. Вот 11 Pro Max я попробовал iPhone на него снимать, и все. И потом, правда, потом я долго очень снимал. На что же я снимал? На Samsung. По-моему, на S21. Егор, а ты кто? Чтобы тебе дать админку. Понеслась. Джон Факер. Я никого, Джон Факер, не поддерживаю вообще. Я как раз и говорю, что я не собираюсь пиарить тех, кто собирает на что-то донат. Я гражданин России, плачу в России налоги, притом очень много. И у меня нет политической позиции. И если мне придет повестка, я по ней поеду. Быстрее, чем вы, лютый бот. Что означает первые, вторые, третьи эшелоны телефонов? Это значит, что если у вас А-бренд, то вы его хоть как-то допродадите, и вы сможете ходить с ним года 3, 4, 5, если есть поддержка. Если у вас второй эшелон, то, скорее всего, это типа ZTE, какой-нибудь Nubia. Вы покайфуете года 2, будете плеваться от программного обеспечения, но будет все неплохо. Если у вас эшелон третий, то есть второй-третий, это, допустим, Tecno, Infinix, много всяких смартфонов наподобие, то вас, скорее всего, даже в ломбард его не заберут. Сноу, привет. Вы заметите, как активировалась ботаферма? Это ж сколько они денег на нее вливают. YouTube заблочили, а боты все еще бегут. Какие, блин, подходы. Главное деньги освоить, да? Главное деньги выделить и освоить. Забежал в гости, ты слушаешь наушники Симфон... Понятия не имею, что это такое. Чего? Симфония RX3. Это еще что за извращенная реклама? На неделе не будет топа, Виктор, по фронталкам, надо думать. Надо созреть.
Пи, я еще раз тебе повторяю, что мой обзор полноценный, и мои топы основаны не только на обзоре одном. У меня на любую железку 3 обзора. Посмотри все 3. Стрим прожарку подобную, обзор одним кадром и полноценный обзор. И сделай для себя вывод. Мистер Эл, и тебе приятного. Николай Коробецкий, а вы тут при чем? Я не бот. Очень приятно. Трехсотка была 28. Какая трехсотка? Андрей, да 200 Pro шлак. Зачем мне его глобальный покупать, если китайский был шлаком? Посмотрите прожарку, посмотрите обзоры, посмотрите стрим. Если вам, точнее, одним кадром обзор. Если вам этого недостаточно будет для того, чтобы понять, что это шлакоблок, то идите к другим блогерам, которые вам расскажут, что глобалка это топ. Я ее и не продам потом. То есть 200 у меня улетит за те же 28 штук. А 200 Pro, ну это хлам. То есть, возможно, они по-любому человек, который будет покупать, он будет смотреть и стрим, и обзор, и прожарку. А после того, как он посмотрит эти 3 вещи, 200 Pro он в жизни не купит. Ну, либо это какой-то мазохист, у которого просто денег море, и который считает, что Honor когда-то в каком-то моменте стал топовым брендом, а не жалкое подобие левой руки от Huawei. Для того, чтобы это понять, достаточно прийти в магазин, потрогать хуавеевский флагман и оноровский, и понять, куда уходят материалы, куда уходят инженеры, дизайнеры и все остальные. Потому что как бы я ни гнобил Huawei с их пурами и максимально 12-м андроидом, там вот этими камерами, которые подглючивают, не хватает у них процессором с 19 года. Но они реально топчик по дизайну, по тактильным ощущениям, по материалам. То есть вот это и Honor 200 какой-то, ну это просто... Ты в руки берешь одно и другое, и вот это тебе не хочется выпускать из рук, вот это хочется максимально быстро выбросить из рук. Второй прогон. 16 тысяч всего сбросил, яркость не сбрасывает вообще. Роза, как-то вы очень плохо смотрели, еще одна такая ремарка, я вас заблокирую. Вот столько все-таки дезинформации в людях, которые даже иногда смотрят. Вы их продаете, что ли, эти Honor? Я вам сочувствую, откройте Авито, там очень много людей после вас их продает. Просто сотни. Особенно Magic 6 Pro, которые сейчас продают по 60. Почему? Потому что по сотке никто их брать не стал, а Авито ими завален. Мюллер, так об этом тебя даже производитель предупреждает, когда ты активируешь быструю зарядку. Я не бот, я просто натренированная нейросеть. Тоже неплохо. Ёшки, вы ж прикиньте, сколько обезьянок прибежало. Они на меня, наверное, штуки 2 потратили сегодня. Это, наверное, потому что монетизацию подключили. Как политические боты, это ж сколько их должно быть, чтобы они прибегали на стримы к техноблогерам? Жесть. Вот это прям золотая жила в этот бизнес попасть. А подозрительная сова, да, я про это и говорю, что когда ты берешь хуавеевские смарты в ручки, и вот, ну, они прям топчик. То есть, если продавать его как болванку, без экрана, процессора, без того, что там ничего не установить, еще что-то, без примеров фотографий, после которых все такие, а что с фокусом, без примеров видео, в котором он перегревается, сбрасывает FPS, то само по себе устройство вот без включения просто мега крутое. Да нет, не все равно, Мюллер, потому что они сбивают. И я повторяюсь, у меня основная база канала уже 7 лет, то, что нет ни политики, ни религии. А когда люди приходят и... Ну, и еще меня, скажем так, душа болит. Эти деньги бы могли вкладывать, допустим, в развитие ВК-платформы, чтобы там оказалась не ручная модерация,
И, ну, реально что-то появилось. А вместо этого деньги тратятся на каких-то чуваков, которые с банкой пива сидят и строчат комментарии за деньги. Боты стоят мало. За один коммент один... Так, подозрительная сова. Ты прикинь, сколько таких комментов в день они лупят? В этом-то и прикол. Ты набей 1000 комментариев, а эти 2000 рублей могли уйти куда-то. Понимаешь? Что бы ты выбрал между iQOO Z9 Turbo и Realme GT Neo 6 SE? А почему я должен выбирать среди этих двух смартфонов, если у меня есть топы? Мыслящие альтернативно, наверное, вредят чувакам с банкой пива. Да вообще не важно, как я мыслю, я про железки рассказываю. Я говорю, вы понимаете просто, до какой степени много денег на это тратится, если они приходят к чувакам, которые рассказывают про железки. Это потому что никто на этом, Рутюб. Так интересно, Авито выпиливает YouTube ролики и Рутюб ролики, потому что название похожее. Так вот, ну, кстати, такая тема. Авито теперь не добавляет ролики с YouTube и Рутюба. Типа ты лей на Рутюб, но оттуда тебя тоже никуда добавлять не смогут. Это почему? А к чему это все? К тому, что если хочется мнений каких-то, то можно идти на Рутюб, включить там, не знаю, ОРТ и кайфовать просто. Тут собрались люди, которые выбирают телефоны BBK. Нет, здесь собрались люди, у чувака, как говорят, у которого iPhone. Я, кстати, интересно, за сколько его продам, когда 16 Pro Max выйдет, я вам напишу потом. Ви, вы забанены. Почему? Потому что вместо того, чтобы ознакомиться с моим контентом, вы просто пишете бесконечные комментарии. Еще раз повторяюсь, мы можем разговаривать предметно, когда вы будете говорить мне, что эта железка, допустим, всем остальным, лучше вот этой железки по твоим тестам, потому что... Хотя я из своих тестов уже сделал вывод. Вы со мной можете не соглашаться, но они для этого и проводятся в онлайне. Вячеслав, привет. IP68 производитель все равно не хочет брать ответственность. Да. Да, вот у меня лежит до сих пор X100S от Vivo с 69 утопленный. Вот. И после этого мне пишут, а чего ты Fold 6 не топил? Потому что 120 штук. Realme GT 6 Max 3530, дороже он не нужен. Вы имеете в виду китайский 35? Сноу, я не пьющий, я просто не употребляю алкоголь уже 16 лет. Или подожди, 13-й год, 14, подожди, 2009-го, 10. Я, короче, вторую вышку закончил в 9-м году и через 3 месяца бросил пить. А сейчас у нас какой год уже? Я дезинформирую постоянно. 10 октября будет ровно 15 лет. Я иногда говорю 14, иногда 16, но, опять же, смысла не меняет. Да, опять же, сейчас напишут, пропагандируешь какой-нибудь там фиолетовый цвет, потому что не пьешь. Нет, желательно, если у вас... кстати, в Азии очень интересные ролики. Я сейчас перебью сам себя, но это в ту же тему. Как раз, типа, ты бедный, бухаешь, плохое здоровье, бросай пить и работай. И вот таких роликов в ТикТоке, Лайне, в Ютьюбе просто море. И это очень забавно, потому что когда ты смотришь российский YouTube, ВК, Рутюб, там ничего такого мотивационного нет. А здесь это реально миллионы просмотров, и видно, что оплачивает государство. То есть государство, что в Японии, что, допустим, в Таиланде, что в Сингапуре, оплачивает короткие ролики, мотивирующие бросить пить. Бросить пить, бросить курить, и это круто снято, круто выглядит, и я думаю, что это имеет определенный эффект. Вот. А так я не против алкоголя. То есть, если бы у меня был, там, не знаю, $1 миллиард в банке и космическое здоровье, я был каким-нибудь там голубоглазым 2-метровым качком, у которого все в жизни сложилось, я бы сидел, конечно, с бокалом виски какого-нибудь за $1,500 и кайфовал на яхте. Но
Во-первых, такого не было, во-вторых, такого не будет, и в-третьих, каждый делает свой выбор и примерно рассчитывает силы на дистанции. Пока мне помогает. И плюс, я же, видите, я же работал с зеленым человечком, а зеленому человечку в любой момент времени, там, КШТ, КШМТ тебя постоянно подрывают, и я очень не завидовал людям, которые реально вот в таком осадочном состоянии в выходной могут дернуть, тебя там могут и в наряд послать, еще что-то. Ну, в общем, очень-очень нехорошо это было. И как-то я сделал выбор и придерживаюсь его. Но все всю жизнь, вот что я служил оставшиеся, получается, 12 лет, думали, что я бухаю. Просто там дома под подушкой. Я не знаю почему. Ну, потому что выгляжу все время плохо. Дима Губер, виза будет 17 октября. Повторяюсь, я туда только слетаю, поснимаю, расскажу, как много там бомжей, наркотиков, как все дорого, и уеду. То есть у меня никаких планов переезжать нету. Жарить начали, уже жарим, да. Да, конечно, не топ, Борис. Почему их скидывают по 56 после сотки? Айфоны скидывают по 56. Vivo X100 Ultra скидывают по 56. Oppo Find X7 Ultra скидывают по 56? Нет. Почему Honor скидывают по 56? Потому что все деньги потратили на DxOMark, чтобы купить у них места, и все. И на блогеров для покупки рекламы. После того, как они столкнулись с жесткой реальностью, когда человек приходит в магазин, щупает этот смартфон за 100 штук, не понимает, до какого лешего он должен такие деньги за это платить, и потом вы просто потому, что дешево, вот эта проблема, кстати, я хотя за потребление, прям лютая, нет, айфоны я буду здесь брать, в Азии. Я против покупки чего-то, что тебе не надо, особенно дорогого. То есть ты покупаешь вещь, с которой ты будешь контактировать больше, чем с людьми чаще всего. То есть мы в этих железках реально сидим. Больше, чем с телевизором. Может быть, меньше, чем с машиной, если ты работаешь на машине. И покупать только потому, что дешево, ну, это тупо. Это просто тупо. Тем более ликвидность у него уже нулевая. Ты пишешь 56, ты накидывай налог. 60 штук. Открывай Авито и посмотри много страниц хомячков, которые повелись на эту рекламу. Вы прикиньте, сколько вообще этих обезьянок. Обезьянки, я уже как 4 года пенсию получаю. Такие забавные. А почему-то все время Джон себя называют. Американцы, наверное. По-любому. Нет, Алексей, у меня ее не было. Я могу на полиграф я в жизни 2 раза проходил, и я думаю, я еще буду проходить, если я все еще буду публичной личностью. И когда-нибудь расскажу, почему так резко, но оно прям сошлось с... Оно сошлось реально. Притом по бумагам будет даже видно, я потом бумажки покажу, с чем сошлось. YV будете тоже заблокированы. Нету здесь у нас. Я сегодня тестил телевик Magic 6 Pro. Не топ. Ну, значит, Realme 12 Pro Plus, которые тоже через телевик продают, такая же тема, вам тоже не особо понравится. Все эти телевики вообще очень часто не топ. Вообще телевики часто не топ. Вообще мало телевиков, которые топ. В 15 Pro, допустим, топ. Сколько же мне людей надо забанить? Как вы думаете, сколько мне людей надо Что за сегодня за наплыв ботов? Сколько же у них денег-то? Прикиньте, сколько денег тратят на YouTube сейчас. На YouTube сейчас получается... То есть мало того, что они нам подключили монетизацию, что теперь она выросла в 3 раза, так они еще и ботов накидывают для активности. Золотое дно просто. В YouTube надо по-любому сейчас качать. YV, да, пожалуйста. Можно спросить, какую прошивку взять Samsung? Crazy, ты можешь подписаться на телегу взаимопомощи, и там 18 тысяч человек, а самая магия, что там есть человек, который меня люто ненавидит, но является администратором. И он очень любит Samsung. И он по поводу Samsung там расписал вообще все. Валентин его имя. Там написано админ не наш. Если ты в поиске вобьешь про Самсы, он расписывал по регионам вообще все-все-все. Посмотри, пожалуйста. Обзорчик на iQOO Neo 9s Pro по-любому будет.
Что-то всех ботов забанил, и меньше людей стало. Да, Роуз, я быстрее их баню, чем ты их замечаешь. Рука наметана. Плюс еще у меня администратор есть, не я один. Я не знаю вообще, какого лешего в техноканал, у которого ну, абсолютно просто контент не политический, не религиозный, вообще ни о чем. Можно приходить и выносить мозги. Я, кстати, знаю техноблогеров, которые отказываются покупать китайские гаджеты из-за вот как раз политических тем. Я, ну, просто кукуха. Кукуха едет у всех, по сути, по полной программе, когда они не взрослые. А когда тебе 40, у тебя там ветер гуляет, и тебе не важно. Я не бот, но это не точно. Это очень хорошо, что вы сомневаетесь. Мне стоит покупать смартфон Huawei Pura 70 Pro. Алексей Повидов. Разумеется, если вы хотите смартфон на 12-м андроиде, а это лучший смартфон на 12-м андроиде за последние 3 года, потому что их уже 3 года не выпускают на 12-м андроиде, и с процессором по технологиям, который сделан 2019 года, а еще потом долго любиться с подключением гуглов и всего остального, это будет каждый раз по-новому, и все, кто у меня сейчас пытались на Huawei перейти, мягко скажем, плюются, вот, то да, да. Ну а в противном случае нет. Что лучше взять? OnePlus Bud 3 либо Huawei Buds 3 Pro? А Xiaomi-шные наушники никак? Почему такие теплые отношения с Валентином? Потому что я истеричка, Сергей. Да какая разница, он у меня админ же. У нас. У меня неправильно. По поводу группы взаимопомощи неправильно говорить у меня. Вообще даже близко. Потому что если бы не было такое количество администраторов, я бы ее закрыл. Ну, невозможно модерировать такое количество сообщений. Так что низкий поклон нашим админам. Скажите спасибо. Пусть даже многие из них супер токсичные, да, Андрей? Но вы имеете возможность заходить на платформу, на которой нет мата, хамства, ну, во всяком случае, в агрессивной форме. И что-то для себя узнавать. И где средний возраст подписчика 40 лет. Что немаловажно. 788 тысяч попугаев. Грамулечку он сбросил по яркости. Был у него 800 люксов. Сейчас мы подождем, пока это дело восстановится. Потом начнем его мурыжить. Чуть-чуть. Разогреться он не разогрелся вообще никак. Это к вопросу, а почему он на первом месте. То есть 36 градусов. 37 градусов. Боты кончились, что ли? Или деньги у них кончились? Че сразу, Андрей? Я много полезного сделал. Мне кажется, Андрюха, ты пальму первенства относительно опоссума забрал уже. По комментариям в Ютьюбе это точно. Тебя ненавидят уже больше даже, чем меня. Саня, как бороться с выгоранием амоледов? Никак. Никак. АОТ отключать, допустим, для примера. Яркость меньше делать. Артем, привет. Мне еще 39, я еще молодой. Да даже если тебе 40, ты еще молодой, по нормам ВОЗ до 45 молодые люди. Я очень часто повторяю своей аудитории, которая является довольно взрослой, что смотрите нормы Всемирной ассоциации здравоохранения. И да, разумеется, что достаточно для того, чтобы
себя чувствовать чуть-чуть лучше. Вот мне 41 скоро будет. Просто не бухать. Просто не пить. И нет, жизнь не станет лучше. Но работоспособность повысится однозначно. А, я за то, чтобы телефон был топ за свои деньги. Я тоже. 1 сентября не всем на стриме удобно сидеть. Детей к школе. Поверьте мне, очень многие эти стримы смотрят потом в записи. Вот. Молодняк. Однозначно. Но если ботов нагоняют, то однозначно молодняк еще. Дима Губер. Возможно, когда-нибудь я расскажу, что у меня минимум 1,5 часа активности жесткой в день есть. Минимум. Так что не беспокойтесь за меня. Кубики видны. И не потому, что я употребляю что-то плохое, а потому что количество калорий, несмотря на то, что я опять стал есть шоколад, потребляемое значительно меньше, чем мне необходимо. Какой смарт посоветуешь до 40 с хорошей камерой? Топ-10 флагманов по видеосъемке есть, потому что, понимаешь, хорошая камера — понятие растяжимое. Сейчас этот диалог пойдет, знаешь, куда? А почему ультраширик шлак? А почему у телевика нет стабилизации? А почему хлам фронталка? А почему ты советуешь до 40 тысяч смартфон, у которого только 4К 30 FPS? А там видео фризит. Нет. Это $400, друг. Ты за 400 баксов все не получишь. Ты можешь купить себе Pixel 8a за 35 штук и кайфовать от видео. И, ну да, оно где-то будет фризить, но все равно. И от фото тоже. И плеваться от его работы. ZI вполне возможно это из-за либо лого, либо в описании профиля. Нас много. Снова я показывал пресс на фотках. Серьезно, мне на стриме, ну что это за дичь будет, а не канал? Не-не-не, я когда-нибудь стану дегротом и все это покажу, но для этого точно нужен будет... Ну это опять же уничтожать себя как медийную... Все равно какая-то, пусть даже для кого-то супер негативно, но медийная личность у меня есть. И показы пресса, они точно не входят в кусок моей медийной личности. Артур, мы не используем эти слова на стримах, как и мат. Да, Exynos плохой и Tensor очень плохой. Ливан, скорее всего, нет. Может быть, но потом. Вячеслав, это вообще два супер разных устройства. Если вам необходима видеосъемка, фото и все остальное, то SAMS. Если вам это все не надо, то Poco F6. Красава UA, ну серьезно? То есть сначала одни меня слали в подвалы НКВД непонятно за что. А теперь вы меня на OnlyFans посылаете. То есть типа... Не, я не в том возрасте. Ликвидность нулевая в этом смысле, слышишь? Получить разбан можно в группе для разбана. У нас так душевно сегодня все, прям... Спасибо вам. Вот если есть место, где ты отдыхаешь, это хорошо. Если нет места, где ты отдыхаешь, это плохо. Вот если мне пишут в личку, какой смарт купить, я считаю, что чувак просто очумел. Потому что есть стримы, есть телеги, взаимопомощи. Сейчас 5 секунд. Где-то у нас была телега админа. Есть ли у нас админа какие-нибудь? Я создал телеграм-канал для разбанов. Ну вот он. Вот здесь писать по разбану, по образцу. Рос, да какая разница? А детям я потом как буду в глаза смотреть? Я лучше пойду опять работать туда же, где я работал 20 лет. 19 лет и 8 месяцев. Как раз добью до северной пенсии. Ну или... Ну у меня вообще по льготам максимум. Поэтому либо мне на север, либо поехать и сразу сделать много денег. Понятно как. Но еще раз повторяю, что... Да, ладно, когда-нибудь этот разговор будет.
блогинг не самая выгодная вещь, которой я в жизни занимался. И все еще не самая выгодная вещь, которой я занимаюсь. Я думаю, что если блогинг у тебя самая выгодная вещь, которой ты занимаешься, то все очень плохо. Потому что вы видите то одно, то другое, то третье. Но я говорю, когда люди вспоминают про ревки, ревки не работали 1,5 года. Вот, вообще никакие. Потом монетизация, с YouTube я монетизацию не выводил больше 2 лет. Что еще? Контрактные обзоры, ну посчитайте, сколько их у меня за год. 10 там, 15, да 10, по-моему. Вячеслав, от суммы и тюрьмы не зарекаться надо. А учитывая, как все быстро меняется, сегодня единственная более-менее безопасная позиция — это отсутствие позиции. То она не безопасная. Апостолом нет. Это мы не стали слишком добрые. А просто-напросто мы стали слишком большие, чтобы забивать на людей, которые по глупости какие-то вещи сделали. Ну и ладно, если хотят быть в сообществе, почему нет? Сообщество очень много лет. Конечно, тебя могли забанить за ник в ТГ, который оскорбляет чувства кого-либо. Я говорю, вот эти вот детские всякие штуки, типа там 3 шестерок, какого-нибудь мата в нике, еще что-то. Идите вот в школьные свои чаты и там общайтесь. Вам приятно с этими людьми будет общаться? Окей. В моем сообществе я считаю, что людям более-менее комфортно, самое главное. Ну, единственное, да, там мое лицо постоянно мелькает, и если вас оно раздражает, то тогда вам ничего не подойдет. А во всех остальных случаях, все остальное я считаю, что более-менее адекватно. Да нет, Евгений, я как раз об этом и говорю, что все мы разные, и хорошо, что мы разные. Ливан, я просто примерно прикидываю уровень хейта, когда я сделаю свой топ. Как и по видео возможностям, то же самое. Попозже, хорошо, я его сделаю. Сейчас 9.9, 9 Pro Plus, 9 XL я протестирую, новые айфоны протестирую, и потом можно будет делать топ-10. Ванда, а чего мне их отзывы, если я говорю, что монетизация на YouTube стала ровно в 3 раза больше? То есть они говорили, что, ну, в 3 раза больше у техносегмента, в 6 раз больше у политконтента. То есть, что они сделали? Они сделали так, что теперь люди, которые получали утрированно, вот, я знаю, там, 5 фамилий, из-за которых заблокировали YouTube. Это такая смех. То есть, реально, 5 чуваков, из которых никто из моих знакомых их не смотрит, потому что они вот прям, знаете, левая пропаганда. Есть там ОРТ, это правая утрированно. Там, а вот эти вот типы на YouTube левая абсолютно, с накрученными тоже комментами, просмотрами, которые врут постоянно во всем, их никто не смотрит. Но зато им сейчас сделали монетизацию вместо 10 тысяч долларов, которые они могли выводить только в Россию, 60 тысяч долларов, которые они могут выводить себе в Европу. Спасибо большое, вот зашибись прям. Просто шахматы, и, ну вот. И да, на моем примере я потом скину через месяц разницу в монетизации у меня в августе и в сентябре, и вы ошалеете. А в ноябре вообще, то есть у меня будет разница минимум в 3 раза, скорее всего в 4. И поэтому ближайшая поездка, нет, ближайшая, Дима, у меня поездка не в Америку, в конце месяца я полечу в Сингапур. Ой, не в Сингапур, в Сингапуре я был, в Гонконг. В Гонконг, может, на дня 3-4, может, Тайвань. Но, скорее всего, в Гонконг. Потом, в октябре я полечу в Японию, Шэньчжэнь или Пекин. В ноябре я полечу в США. Если все хорошо будет, в декабре полечу в Австралию. Вот примерно такой план. Но расскажи Богу о своих планах, как я прилетел в Японию и дох 2 дня. Мне говорили, что... Ну, короче, мне было очень плохо. То есть так плохо мне в жизни никогда не было. Чтобы я спал 47 часов к ряду. Ну, вот просто вот 47 часов меня отпевали этой японской всякой штукой. Мне не хватало кислорода, я был синий, прям синий. Абсолютно. У меня фотки есть просто как чувак, у которого там, не знаю, инсульт. Поэтому лучше не загадывать. Может, меня завтра на байке снесут, и, как я на прошлой неделе видел, чуваки, подростки. Ну, отдельно тело, отдельно головной мозг.
2. Очень печально, но здесь абсолютно с правилами вождения плохо. То есть здесь могут в центре города ехать 120 без шлемов на какой-то тарантайке, от которой отлетает колесо. И говорить, что я точно доживу утрированно. Ну, утрированно, может что угодно случится. Тем более мне 40 уже. Пережить новый учебный год, да. Нет, Артур, айфоны я все 13 числа пойду по предзаказу делать, 20 куплю. Ровно час прошел, и кто-то вспомнил про донаты. Повторяюсь, лучший донат для меня это, если вы подпишетесь на телегу скидок, и потом еще будете, если что-то увидите выгодное, ей делиться. Потому что вот сейчас я раскрою вам страшный секрет, что такое ТГ скидок. Неважно, ну вот, допустим, про поводу Поко там разгоняли блогеры, что вот подлецы какие-то там обещали на них скидки. Поко не платит ничего за размещение скидок. И за то, что у них что-то купят, тоже ничего не платит Поко. Уже много лет, и они об этом знают, эти блогеры. А прикол в том, что если вы подписываетесь на ТГ скидок, и там какая-то скидка на какой-то девайс, ну вот для примера у меня с каждого вот этого интересного девайса 1000 просмотров идет на YouTube. То есть это перекрестная тема. И плюс, получается, смотрят люди, которые реально интересуются, и увеличиваются средние просмотры. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть с телеги скидок, которые смотрят в среднем 40 тысяч человек пост, где-то 1000 человек уходит, если интересный девайс, смотреть ролик еще раз. У меня получаются такие, как перезаливы. Да, я очень хитрое существо. Я считаю, что я прям трындец как хитрый с этой схемой. И через 4 года, когда у меня уже 112 тысяч там подписчиков, я теперь могу вот здесь повыделываться. И да, у меня мало просмотров, но у меня больше 3,5 роликов, больше 100 тысяч просмотров. И суммарно меньше 2 миллионов просмотров в месяц не бывает. С 3 каналов обычно дно это 2,5. А это много. Учитывая, кто меня смотрит и учитывая, что рекомендаций у меня нету. Так, понеслась. Дакнас хотел спросить, что значит эти часы зареганы на другой ак, например, iQOO Watch GT. Короче, их каким-то макаром, извините, вот, ну, либо мат, либо таким образом вспоминать фамилию моего сослуживца. Так вот, их каким-то макаром инженеры для того, чтобы активировать, и они работали вне Китая, подключают к своему сотовому и подключают потом посылают. То есть они пришли новые. И вот айкушку все через, опять же, продавца получилось разрегить, но отключить его от аккаунта непонятно как. И такое мне и пришло с Алика. Вы не поняли, я покупал их на Али. Одни за 8 и вторые за 8500. Они, кстати, похожи очень. Так, и почему при покупке iQOO Z8 видео снимало в 4К 30 FPS, а после обновления на 14 Android стало 4К 60 FPS? Потому что они молодцы. Аноним. Молодцы. И вам повезло. Что это было в Японии? Вирус. Я, короче, был, по сути, болен еще до этого. Я обычно перед перелетом очень много всего делаю. Я там не сплю, не ем и... В общем, я все еще тупой 40-летний чувак. И накопилось, просто накопилось, и вирусяка выползла именно после перелета, потому что перелет я в ночь не спал, потом пошел шарахаться по Токио, потом решил, меня чуть-чуть колбасило, принять горячий душ, и потом понял, что это было вот зря последнее. Что вирус происходит у вируса? От тепла, правильно, он быстрее начинает поражать все. И я прям совсем тупая обезьяна был в этот. Я себя просто корю люто из-за того, что я не сказал, что типа пофиг, я ложусь спать после самолета. Все равно, извините. Опять же за мой французский. И в довесок еще и пошел горячий душ принял, хотя надо было ложиться спать. Вот, и с этого момента меня начало просто лютейшим образом колбасить. Но опять же, у меня, вы сами прекрасно понимаете, что все какие-то супер плохие вещи происходят непонятно из-за каких-то мелочей. В чате для Разбана. Ко мне нетрудно пожимаем. Равзе, спасибо. Ради темы с кисой купить хотелось, либо с продавцом общаться о разлоке. Так продавец даст вам код. Но опять же, ну это разумность уровня 0. Я покупаю китайские... Почему я покупаю китайские часы? Чтобы вы понимали. Ну их никто не покупает. И после моих обзоров тоже.
Потому что это называется категория. Я забиваю категорию, а покупаю все самое интересное. Смотрите, все секреты вам сегодня рассказываю. Только чтобы боты больше не прибегали. Может быть, или боты прибежали, но они слушают, они такие, а как нам делать? Я вас научу. Не приходите на техно. На техно всем плевать вообще на ваши темы. От холода люди конечности теряют, фигурист. Да от чего угодно. Я помню, да. Сноу, но тупой моментами бываю я, как и любой другой мужик моментами. Но не все, ладно, не все, я. Вы в ролике на топ-30 сказали, что неплохо было 13Т подешевел. Получается Т3... Да, 13Т лучше Honor, но это был момент слабости у них. Они попродавали его чуть-чуть и все. Но он не может быть в тридцатке, потому что он не в тридцатке. И был всегда он не в тридцатке. То, что стечение обстоятельств произошло в том, что я выгрузил обзор, а они какого-то лешего сделали чуть-чуть дешевле 30, хотя с налогом все равно будет 32, на секундочку. Вот, 13 пусть даже старенький. Но вы понимаете, что через 2 недели выйдет 14 2 недели. 2 недели. Да, слева направо рассчитайся. Вообще жесть. Просто. Я просто чумею с этих контор. Прикиньте, на что деньги списывают. Реально на техносегмент. То есть сказал, я пошел писать комментарии. Где? У 8000-го канала с 200 в онлайне это какой-то стёб. То есть до какой степени деградировало вообще все это? Вообще жесть. Так, понеслась. Понеслась что? Понеслась то, что он у нас остыл, и мы можем чуть-чуть погонять его. Чуть-чуть его погонять. Залипли мы сегодня на общение. Огромное всем спасибо, что пришли. Я по вам скучал. Сейчас меня еще запишут, а еще какие-то... И я натурал. Когда я говорю, что я по вам скучал, это абсолютно нормально. Я, кстати, единственное, чему научился в своем древнем возрасте, не стесняться говорить хорошие вещи иногда. То есть вот как раз меня спрашивают, как ты без людей. Вот всю жизнь мои люди, они в сети. Вот сейчас так сложилось, что они также любят железки, как и я. Это очень круто. Раньше там в игрушке, помните, во что я играл? Во все. В Clash of Clans я 2 года жизни потратил. У меня друг развелся из-за того, что он играл со мной в Clash. Развелся, прикинь. Ну ладно, окей, он там с девушкой жил 1,5 года, одна от него ушла из-за Clash of Clans. Это жесть. Вот до какой степени я дегрот. Когда я на второй вышке учился, вы знаете, чем я ночью занимался? То есть до этого я там бегал в клубаке, а так я играл в цивилизацию. Илюха, тебе привет. 2 офицера играли в цивилизацию по ночам. Вот такая вот она жизнь. Civilization. И было норм. Я был счастлив. Месяцами просто. Но, единственное, в чем я не обезьянка, кстати, я все время думал о чем? О том, что ребенок у меня появился первый в 30 лет. То есть я реально прям взвешенно к этому относился, прям трындец как. То есть там с бывшей супругой мы ездили проверять все это. То есть это не то, что не с бухты-барахта, а вообще все по фэншую. С проверками всего и вся при этом еще. Вот. Так, стоп. Давайте-ка я все повешу. Ну, улучшить предмет давайте. Так, линейка 2. Нет, я в линейку, мне не нравилась линейка. Не нравилась, я не знаю почему. Расставил приоритеты. Так, секундомер надо врубить. Уже 2:20. Мне в 7 утра надо ехать. У меня уже 2:20. Так, изготовление услуги. 56% и запомнили, да? 56. Так, единственное, надо игровой центр, наверное, включить как-то. Баланс. Не надо нам баланса. Нам нужна игра. И еще нам надо в этой игре выставить графику. 60 FPS, да. Все, ему будет плохо теперь. Услуги. Улучшить. Ага, надо сначала надеть его, потом улучшить.
Это задолбал. Достал меня. 5 секунд. Надеть, все. Много всего я получил. Все. И раз. Уже нет ничего. Угу. И ничего нет. Все. Можно дальше бегать. Даешь прожарку 12Т. Да, 14Т и 14Т Pro, если 14Т Pro точно будет прожарка в тот же день. А вот насчет 14Т я вам не обещаю ничего. Давайте так. Я вам напишу. Но как раз потом расскажу, как я все это дело намутил. Так, а где я? Где я бегаю вообще? В путь. А. Из-за тебя скачал Диабло поиграть. Так разве это плохо? 14Т будет 26 числа, это Pro, должны быть. Если все будет хорошо, то вы увидите их у меня на прожарке. Таунхолл 16 нет, Сноу. Я бросил играть, когда у меня был Таунхолл 11. Но это был фулл на тот момент. А теперь я не могу войти в аккаунт, все. Рокфон 8 только с Азусом, если говорить. Про игры это Азусы, да. Сори, только Азуса. А что это за тема такая есть? Очень странная тема. Люксы. Там 800 обычно. Ну, сейчас проверим через 10 минут, окей? Потому что он чуть-чуть сбросил, по-моему. Дайте 10 минут, потом уже будем... Потом вниз что-то там показывало. Посмотрите. Это, наверное, потому что я 3 этих штуки поставил. Поэтому они довольно эпичные все. Играть на телефоне это неудобно, есть комп. Опять же, смотря, и вы, наверное, просто либо работаете мало, либо не работаете, либо не ездите никуда. То есть, допустим, если ты едешь пассажиром в машине, если ты ездишь в метро, если ты едешь на общественном транспорте, допустим, я там до учебы ездил час, туда час обратно. Кто-то едет 4 часа. Я знаю много людей, которые из Подмосковья едут с 4 часов в 4:20 железнодорожного едут, чтобы в 10 часов быть на работе. То есть они почти 5 часов тратят на, опять же, поездку. Если у тебя есть силы и желание, почему не поиграть? Если тебе эти игры не нравятся, вот я, допустим, фанат Diablo, мне они нравятся. Я понимаю, что это, как говорят, донатная помойка, но я ничего здесь не тратил. Вот я играюсь периодически и все на стриме. Мне нравится вот это вот тыканье, глупое абсолютно, но тогда можно относиться к жизни, в принципе, что она вся глупая. Если ты науку никаким образом не двигаешь, то ты просто потребляешь и все. Технически. Никто вам не скажет спеки. Вообще в интернете уже сливали их спеки. И 14Т, и 14Т Pro. Но одно могу сказать, у 14Т Pro очень приличная камера должна быть по спекам. То, что скидывали. Очень прилично. И дизайн прикольный. Дорогой. Необычно дорогой. Так. А на геймпаде пробовал в Immortal? Ну, мне так удобно.
То есть зачем мне геймпад, если мне и так норм? Правильно? Два голема, 16 гигов, 6 магов и 4 лука в атаку. Ностальгия. Это ты имеешь в виду этих? В героев, конечно, я играл. Но в героев я играл, когда я учился и до учебы даже еще. Так же, как и StarCraft и Warcraft весь пройденный 334 раза. Ну вот теперь я точно проностальгировался, потому что Warcraft это, конечно, была прям тема-тема. Хотя многим нравился больше StarCraft. Кому нравился больше Warcraft? Или Red Alert? Помните, Red Alert вообще тема была. Интересно, молодежь играет в эти игры? Не буду. Я что-то почитал у народа. Во-первых, видишь, в чем проблема? В том, что его не достать в России дешево. То есть я его купил, сейчас тебе скажу за сколько. За 36 тысяч рублей. Нет, подожди, 12 тысяч бат. 32 тысячи рублей новый. Вот. И сейчас будет много новинок. У меня план всегда расписан на 1,5 месяца. Как много я вещей покупаю и не делаю обзоры, каждая вторая вещь, наверное. То есть у меня реально в 2 раза больше вещей, которые я приобретаю, чем обзоров на них. Ну и как бы и ладно. Но в то же время я делаю, видите, и китайскую, и глобальную, потому что я считаю, что это лучше для меня, лучше для контента, и мне так интереснее. То есть мы же все... Ничего не блокируют, у игры официально поддержка геймпада есть. Ну и все, отлично. Какой-то крепенький такой типок получился. Где мои эти помогальщики? Так, нет места, отлично. Сейчас все разберем. И еще раз соберем все. И потом еще раз разберем. StarCraft по сети лучше Red Alert. Ну да, по сети да. Buds 3 Pro скоро. Да, они уже на руках. Подожди, Buds 3 Pro нет, еще не на руках. Да. Но в пути. Но даже еще таможню не прошел. Кто детей собирал в школу, признавайтесь? Сколько вышло? Кому? Плюс-минус. Если не лень писать. Лень писать, не пишите. Красава Юин, а подумай об этом. Тогда надо какой-нибудь цвет прикольный взять, потому что я купил черный. Скажи, ну ты вообще очумевший блогер. Ну реально. Ну я рассмотрю этот варик, ты, наверное, прав. В принципе, народ был заряжен по этому вопросу. Но опять же, а где ты его нерефнутый купишь? Вот в чем проблема. Где я куплю нерефнутый, я знаю. В официальном здесь Apple Store они есть еще. И то вопрос там, рефнутый он или нет. Может быть, их перебирают, как вот в роликах в этих рассказано, и все. Единственное, да, как можно, наверное, тестами. Все, ты меня зарядил. Завтра куплю еще один. Но уже на 128 гигабайт, потому что тот я брал на 64 и... Подожди, а я же вроде, у меня он был даже для сравнения. Меня ругали, какого лешего я его использую для сравнения, нет? Зато будет Степ его сравнивать по съемке с каким-нибудь Xiaomi 14T Pro, да? Так, ну тач мне уже не начинает не нравиться, как работает через 10 минут. Но мы сейчас проверим яркость.
Не, все по фэншую. Пусть он даже чуть-чуть подтормаживает. 620 люксов. Посмотрим. 30 минут я точно его буду гонять. И Diablo это не просто на 60 герцах 30 минут. Да, Матроскин. А я не помню, я его то ли выбросил, то ли отдал кому-то. Я очень много телефонов просто отдаю. Ну, то есть у меня там знакомый, там, у меня умер телефон, я отдаю. Если хорошие знакомые. А может я его продал, я уже не помню. Но, по-моему, я его отдал. Люди, особенно мужчины, должны делать подарки. Вы же все понимаете. И iPhone 11 это не супер дорогой подарок. Вообще недорогой. Относительно какого-нибудь 15 Pro Max. Мини-телефонов 5... Не буду я покупать такую дичь. Но я говорю, ты меня только что зарядил купить 15... Ой, 11... 11 Pro Max купить или 11 Pro? Ой, или 11 просто. Вот напишите, как ваше мнение. Лучше что? Что боты отстали, у них кончились аккаунты. Там 11 был у меня уже с убитой в нули батареи, он был ушатанный, понимаешь, Матроскин? Вот в чем проблема. Хотя, с другой стороны, меня все время обламывает. По той же цене я покупаю IQ 12 Pro. В топку этот iPhone. Ну и ладно с этими просмотрами. Я говорю, меня чуть другое интересует. Каждый сверчок знает свой шесток. Вот то, что нас здесь сейчас 160 человек в онлайне при тестировании смартфона, и мы общаемся по поводу железок, для меня намного более важно, чем если бы я имел миллион просмотров на каком-то там ролике. Потому что комьюнити создать, в котором будет всем комфортно, намного сложнее. И главное, чтобы тебе было комфортно и охота было стрим делать. Я говорю, я с радостью вообще... Понятно, я там опаздываю со стримами, но потому что у меня все-таки есть обычная жизнедеятельность моя. Завтра, к слову, обзор на этот смарт. Будет обзор на ультру. Чего я думаю, что копия яблок. Ну и ладно. Копия, не копия, это все мелочи жизни. Почему он не выкидывает моих помощников? Все. Нет, Константин, 163 это нормально. Обычно, когда мы на стриме играем, количество в онлайне падает людей. Это абсолютно разумно. Потому что, повторяюсь, аудитория возраста чуть-чуть другого. Теплая комьюнити. Да, это важно. Ну, опять же, когда вот я говорю, я на Ютубе 7 лет. Из них 3 года у меня есть лицо на Ютубе. И, разумеется, кому-то какие-то мои позиции абсолютно чужды. В то же время им нравятся железяки. И так как раз эти позиции я не транслирую, которые ощущаются от меня чуждыми. Ну, допустим, даже элементарно позиция, что я не пью. Как у нас говорили всегда, что опасайся человека, который не бухает. Я вообще не считаю, психолог вам любой скажет, что у человека, который пьет, вот типа что у пьяного на уме, у трезвого на уме, у пьяного на языке. Нет, нет. И любой психолог вам об этом тоже скажет. То есть девиантное поведение, разрушение мозга, это абсолютно не то. То есть то, что ты творишь подвыпивший, это не характеризует тебя как личность. Это характеризует то, что ты зря пьешь, если ты чудишь. Но это не значит, что у тебя какие-то... Это если чуть-чуть выпить, да, у тебя там демоны могут твои выползти. А по факту, когда перепой идет, это идет интоксикация, и это не ты. Это вот просто алкоголь в твоих венах. Вот. Если заказываешь солишки, есть ли гарантийное обслуживание? Да, но нужно уточнять у продавца, какое именно будет гарантийное обслуживание, и будет ли, и все зависит от девайса. Чаще всего тебе просто придется его отправлять обратно, и это не такой сложный момент.
Ну, смотрите, как интересно это. Получается, что типа там чувак появляется, которого они долбят вместо меня. Филерон. Название-то какое? Пьющие хуже курящих. Нет, я считаю, что алкоголь хоть какую-то пользу несет, а вот курение вообще никакой. То есть это реально просто уничтожает тебя. И в перспективе твоего потомства, что самое ужасное. 138 ядов и 14 канцерогенов, которые влияют на гены. И потом и детки болеют, и все остальное. Это вот, опять же, занудная такая позиция, которую никто не хочет слушать. Но это как на стримах я могу говорить, что все, кто вас ведут в инвестиции, все очень плохие люди. Все, кто реально хоть раз рекламировали инвестиции, у них нет совести. Потому что кто-то из-за них встрял, а может быть, кто-то из них потерял жилье. Все, кто рекламировал крипту, плохие люди. Не хватает им денег. Для чего? У них дети болеют, чтобы... Или что? Или у них на дозу не хватает. И, опять же, моя позиция чем подкреплена? Знаете, сколько десятков раз в день мне пишут банки с желанием рекламы? Когда-нибудь, возможно, я прорекламирую банк, но меня должно очень сильно припереть в жизни, чтобы я это сделал. И можете меня этим носом, в это носом потом тыкать. Так же, как я говорил, что меня должны сильно припереть, а 22 год меня сильно припер для того, чтобы я делал рекламные обзоры. И опять же, в первую очередь, я сейчас вам еще сформулирую совсем некрасиво. Хотя я говорю, что там 10 у меня рекламных обзоров за год было, но вы понимаете, что это 10 раз я не покупал никакую железку. Это 10 раз для меня минус 10 дней, помимо покупки железки, вообще, в принципе, отвлечение по времени, не ждал ее, не продавал. То есть контрактный обзор – это вообще тема с точки зрения разгрузки. Потому что еще магия в том, что контрактные обзоры всегда идут в параллель. Что это значит? Если вы видите контрактный обзор на моем канале, это значит, в этот день был создан какой-то нормальный обзор, и он идет про запас. Я говорю, у меня очень много хитрых вещей, я когда-нибудь расскажу вот для людей, которые контент делают, как, вот у меня блогеры спрашивают многие, как у тебя это все получается. Все элементарно, с одной стороны. С другой стороны, у всего есть система. У всего определенного рода инструкция. И от этого не страдает ни зритель, да, и не выстреливаю, с одной стороны. С другой стороны, не страдаю я. Не забываем, кстати, прожать лайк. Подозрительная сова, рад, что вы не пьете и не курите. Так, а где у меня здесь босс? Это я босса уже ушатал или нет? Или нет? По-моему, я не ушатал босса. Но почему этот чувак появился? Прям очень интересно. Как-то я быстро прошел все, да? Xiaomi Watch 2 Pro LTE версия работает в России или нет? Понятия не имею. У меня был обзор. Еще раз напоминаю, меня зовут Саня, канал Польза.нет. У меня, по-моему, нет глобальной версии на Watch 2 Pro на LTE-шную версию. Но есть варик. Если нету, напиши мне. Напиши, Саня, у тебя на канале Польза.нет не было обзора на такие-то часы, такую-то версию. Я их куплю и тогда смогу сказать, работают или нет. Скорее всего, работают, если в глобалке есть eSIM. Александр Шурин, спасибо большое. Боссы боятся и ропщут. Только непонятно, где они. Ну ладно. Не очень-то и хотелось. Так. Температура не растет, так поэтому он и на первом месте, понимаешь? 35,7 и где-то было 36,2. 36,2 где-то. Где-то 37. То есть в лицо 37. Хотя уже 20 минут мы его ушатываем. Хочу отметить. Samsung точно не Samsung на Exynos.
А дальше я уже читать не буду. Вы понимаете, что CNNET, вы не ставьте меня в положение, когда я должен выбирать из двух устройств, которые я не советую. Я на это не ведусь. Во-первых. Во-вторых, я каждый раз напоминаю, до какой степени вам плевать на свои деньги, как много вы зарабатываете, что вы, не говоря, что вам надо, какие потребности, сколько собираетесь ходить, ну, то есть вообще не давая никакой информации, готовы просто выкинуть деньги на какую-то железяку, которую я, к слову, не советую. Вполне возможно. Xiaomi 15 сейчас уже скоро выйдет. А Samsung покупают на Exynos только люди, у которых уровень бесстрашия равен 100. Какой уровень в Diablo? Сейчас покажу, не знаю. Понятия не имею. Там идут уже дополнительные какие-то. То есть он идет максимальный, потом какой-то дополнительный уровень. Я не помню, как это называется. «44-й». 60 в скобках 44. То есть 60 плюс 44, наверное. То есть 104-й, наверное, суммарный. Купленная, конечно. Как и в Wreckfest купленный. Но я не доначу. То есть я вот купил и все. Подожди, а он не бесплатный Diablo разве? Я уже не помню. Ну, я говорю, но меня в него, как в PUBG New State, прикалывает играть. Еще 7 минут поиграем и все. Наверное, это как флешбеки из детства. Потому что мне нравилось играть в Diablo. Опять же, ты тыкаешься и можешь спокойно параллельно разговаривать и обсуждать. А вот если по-честному пить алкоголь пару раз в неделю, скажем, бокал вина за ужином. Сергей, а в чем смысл тогда? В чем необходимость, объясни мне. То есть по-честному. Ты спроси, я ужинаю, у меня приема пищи, это просто вот за компом. Если кто-то обращал внимание на подсъемы, я прыгаю за комп и там нудлсы с сифудом, это утрированно доширак, только единственное с креветками какими-нибудь или ракообразными, и все. То есть у меня как таковых временных интервалов нету. Я когда поел, тогда поел. И это тоже плохо, но вот что есть, то есть. И потом подвыпивший ехать на байке куда? Не. Все время в сознании. То есть плохого. Ничего плохого нет, если у тебя в жизни все хорошо. Или если у тебя больше ничего в жизни не дает радости никакой, кроме алкоголя, то, ну, с одной стороны, я сочувствую, без сарказма. Но это, наверное, совсем плохо. С другой стороны, как получить дофамин дешевый? Мне вообще просто. Я пошел что-нибудь купил. Пошел там потусил в клубаке с кем-нибудь познакомил. Ну, миллиард вообще вариантов, каким образом получить кайфушку. Да, проще всего дрябнуть чего-нибудь. Или вмазаться. И то, и другое осуждаю, но с разной степенью. Вмазаться совсем плохо. Вот. Но люди разные. Я знаю людей, которым намного проще пойти и пробежать десятку. Так я и делал, кстати, когда служил. То есть вечером бегал, утром бегал и в обед бегал. И все, и была у меня кайфушка. Антистресс. Тяжелый, да, все болело все время. Ну, нормально было. Но эндорфины я свои ловил. У всех свой путь в этой жизни. Каждый сам выбирает, что ему нравится, что ему надо. Ты можешь и бутылки 3 раза в день высаживать. У меня 2 детей. И мне их еще и в институтах учить, и жилье покупать, и еще много всего делать. И да, это довольно тривиально звучит, но я проживу точно дольше, если я не буду даже бокал пить. Ну, при прочих равных, если ничего не случится форс-мажорного. Притом я говорю, что очень много вещей в моей жизни было, я часто рассказываю эти дела. Когда ты просто вот от того, что я не бухал в пятницу, мне прилетело денег. Вот прям очень часто в субботу кто-то звонил, какие-то дела, какие-то муты там, пусть даже мелочь, ну там десятка, двадцатка. Очень часто у меня получалось так, что в выходные никто не может утрированно что-то сделать, а я могу, потому что я не пью. Ну и все. На погрузке вагонов такая же тема была. Все бухали,
Поэтому их не ставили бригадскими. А бригадские что делают? Обшивают вагон. А за обшивку вагона тебе, в принципе, платят зимой 2400. Я говорю, все это элементарная математика. И да, кто-то скажет, ты робот. Ну и ладно. Зато мне есть что есть где жить. И другие алгоритмы не всегда работают. Давайте отвечу на донаты, что-то как-то их накидали мне прям. Добрый вечер. Хочется купить 6s Pro, в основном для чтения. Удобный экран для глаз. А слишком большой он для чтения. Купите читалку. И нет, это не лучший экран. Лучше купить не желейный, конечно, MacBook. iPad mini не надо, потому что у него желейный экран. Но какой-нибудь нормальный iPad, любой, будет намного лучше. Второе там. Что значит часы зареганы на другой? Ну я уже ответил. Сегодня будет розыгрыш или нет? Если будет, когда? Не будет для вас. Ново, вы можете мне написать, я вам обратно сотку скину. Еще раз. Все, кто ждут розыгрыш, не ждите. Если вы победите, я вам напишу. Да, будет. Такие забавные. Вот почему я не люблю розыгрыши. То есть, как бы, в каком-то смысле мужик сказал, мужик сделал. Я когда-то объявил, что у меня Mi Band, и все. Я вместо Mi Band теперь смартфон разыгрываю. И как бы разыгрывать я должен. Но все равно от этого набегает очень много людей, которые не способны даже один ролик посмотреть, чтобы узнать, как все это дело происходит. Это очень обидно. Николай не будет подкаста, потому что у него сбор донатов на то, что никаким образом не коррелирует с моим контентом. Все. То есть я вот сейчас прямым образом говорю, если у кого-то есть его контакты, я понимаю, что ему там очень многие подписчики сливают, да. То есть там он определенные вещи рекламировал, черт с ним. А вот сейчас у него идет сбор на то, что в моем понимании с техноблогингом не может никаким образом быть в паре, и все. То есть я, к сожалению, не могу уже. Я с ним общаться могу, контактирую с удовольствием. Очень френдли парень, очень круто, но все. То есть мне кое-что скинули, и после этого, к сожалению, нет. Уже никаких коллаб, либо с людьми, с которыми у него были коллабы, уже не в этом мире уже. То есть там он сделал то, что пути назад нету. Все. И это как раз касается по поводу моей позиции вне политики, вне религии. То есть человек уже в политике, даже не важно, вот сайт. Хотя там это дополнительные проблемы, и я говорю, для моих тоже зрителей нужно 10 тысяч раз подумать, потому что там не все просто. Но я говорю, я не собираюсь в это лезть. Если вы знаете, если вы знакомы с его контактом, вы знаете, что он делает, если вас это устраивает, хорошо. Я ни в коем образом не могу кого-то учить, кому-то говорить, что можно делать. Но то, что это как минимум опасно для любого гражданина России, это точно. И на этом, в принципе, я закрываю данный диалог. Потому что он гражданин Белоруссии и в перспективе будет гражданином Израиля. И ему, конечно, абсолютно все равно. И на то, что будет, какие проблемы у подписчиков тоже. Но, опять же, у каждого свой путь. Он для тебя с той стороны собирает донаты. Никита, это кто? Он. С какой стороны? Какие донаты? У меня донатов 700 рублей сегодня. Вы стебетесь? Ну, и у меня сколько стримов? 2 стрима в месяц, 1500 рублей донатами. Такая смех вообще. Огромное спасибо к тому, что это не моя специфика с донатами. Никита, то, что он говорит, это не важно, а вот то, что у него в телеге, это важно. И как бы... И все. И, в общем... я ему даже написать не могу, что... потому что и так понятна его позиция, а у меня позиция другая. Я еще раз повторяю, что... во-первых, позиция все делать легально, а то, что там я вижу, это нелегально в моей стране. Вот. Это раз. А два... все, кто к этому прикоснутся, тоже будут иметь огромные проблемы. И все.
Ну и это мне ничего не даст. В принципе. Общаться, я говорю еще раз, повторяюсь, что никаких проблем нет общаться с кем-либо по поводу железа. Никита, я читаю внимательно чат. Не-не-не, давай я удалю, Никита. Потому что... Так, 45% было... Сколько у нас было процентов? 30 минут прошло. Он кое-что делает, чего нельзя делать гражданину Российской Федерации, но он не гражданин Российской Федерации, и ему все равно. Это хорошо для него, наверное. 507 люксов, 30 минут, абсолютно хватает яркости лично мне. Сейчас мы, наверное, ждать не будем, а сразу загрузим New State. Сколько было процентов? По-моему, 26% в час получается, правильно? Так, 56, 22% в час, вообще жир. Ну да, Никита, я думаю, ты, в общем, в теме и понимаешь, о чем я. То есть технически любой, кто в публичном поле будет его пиарить, либо контактировать, фактически пиарит человека, который занимается политической деятельностью. А повторяюсь, в моем техносегменте это не подразумевает, в общем, никак. Но это жесть. То есть я просто наблюдаю за этим делом очень долго, и я лезть туда вообще не хочу. Просто люди постоянно почему-то приходят и спрашивают, а когда, а как, когда, а теперь никак. Вот вопрос не когда, вопрос никак. И у меня, давайте откровенно, каждый стрим это подкаст. То есть, если я здесь на что-то не отвечаю, я не буду никому ни на что отвечать. Единственное, в формате стрима, может быть, бы там ответил. Да не ответил бы я. Зачем? То есть, всему свое время. На все, на что я хочу, я рано или поздно отвечу. На что я не хочу, я отвечать не буду ни при каких обстоятельствах. И все. Потому что вся моя политика канала, это в том, чтобы канал существовал как можно дольше. Любыми способами и средствами, просто обозревая железки. И я считаю, что вот, допустим, такой контент, пусть нас там немного и в тельняшках, он уникальный. Никто так не делает. Никто не будет никому оплачивать в онлайн стримы с прожарками тех или иных устройств, потому что они могут себя вести плохо. Что они делают? Так, в лобби надо выйти для этого. О, Flow Window. Так, тогда выйдем в лобби. Выход. Да, слабенький DMSK G, 800 тысяч баллов в Antutu. Это не игровой смартфон, но в этом и магия. Вы видите, 30 минут я в Diablo на 60 FPS играл, и не было вылеталого. Не было. И это хорошо. Так, HD текстуру включили. Все. И тач норм, и экран, пусть даже и с небольшими такими заваленными гранями, но в целом он прямой. Нет, я его не назову водопадом, вот посмотри. То есть он чуть-чуть с заваленными краями, чуть-чуть. В целом он прямой. Я говорю, для того, чтобы понять, до какой степени этот экран классный, по рамкам смотри. CMF и Huawei. То есть вот он, CMF и Huawei рамки, да? Небо и земля. Или пиксель, который дороже, кстати. Надо, наверное, все-таки из чехла его вынуть, потому что в чехле он совсем убого выглядит. Данил, привет. Запуск телефона сейчас будет. Вот пиксель и Honor. И вот спрашиваете, почему я Honor говорю норм. И потому что здесь еще и Tensor. 2,5D экран, всем привет. Никита, да, но он не водопад вообще даже близко. То есть он прямой. Чуть-чуть с закруглениями. Ой, ёшки. Что за музыка?
Это будильники, наверное. Ёшка. Сейчас он у меня еще взорвется. Это пиксель. СМФ на 30% стоит дешевле. 21 и 28 это не 30. Давай не будем нагнетать. А пиксель стоит дороже. Помнишь же, да? Пиксель-то дороже стоит. Да, Никита, и почти тридцатник потерял на этом. На ультре. Вот. Я говорю, открывайте по поводу Vivo, Oppo и всего остального, и все. Никита Корн, да, это даже моральная позиция, как бы. Если одно дело я не лезу, если я каким-то образом аполитичен, это не значит, что я ничего не делаю. Просто это моя позиция, и ну, она точно не направлена на вред моему родному месту. Неважно, насколько оно право или нет, по моему мнению. Как хотите ко мне относитесь. Но опять же, у меня нет позиции. В YouTube позиции нет. Позиция максимально честно делать обзоры, максимально честно делать стримы. И позиция по поводу любых видов насилия или еще чего-то у меня тоже не поменялось. Вот. Все. Все мы человеки, все мы хотим счастья, все мы хотим счастливой жизни. Никто не хочет чего-то плохого. Ни для себя, ни для окружающих. Нормальные люди. 43%. Запоминаем. Время пошло. Теслофон, Никита, понятия не имею, выйдет или нет. Матроскин убедил. Пиксель шляпа была, есть и будет. ЦМФ без NFC топчик, да, за 21. Ты уже привык к нему так сильно? Евгений, не бывает пикселей без проблем. Пиксель это одна сплошная огромная проблема. Так что ваш друг нового ничего не открыл. Потому что это дорого, и я потом это не продам никуда, Сергей. Открыл для вас страшную тайну. Так же, как я Huawei сижу, смотрю этот планшет, который я вообще никогда потом не продам. И, в общем, не покупаю этот 11S чего-то там. Но это реально дорого для меня выбрасывать 30 тысяч. Притом я не понимаю, ради чего. То есть я все время прикидываю, а стоит ли. Но в этой ситуации нет. Ну, я думаю, что Сергей М., учитывая, что сколько лет пользуются айфонами люди по 5, 7, 10, да, скорее всего, быстрая зарядка убивает слишком быстро батарею. Не скорее всего, она убивает слишком быстро батарею. Это когда активируешь у Xiaomi еще у кого-то быструю зарядку, они пишут, что, друг, у тебя тогда батарея будет быстрее умирать. Николай, наверное, нету. Понятно, что рано или поздно там 1 нанометр будет достигнут. Дальше они будут увеличивать количество элементов. Но для чего эта мощность, она все равно при любом раскладе будет реализована Сейчас важно теплоотведение. Реализовано в тех же игрушках, в тех же видеообъемах. Тоже проекция, наверное, когда-то появится. Мы все-таки увидим, что будет из экрана. Не только Apple. Вот это вот непонятно что. Те, кто следят за техникой, они видят все равно, как за 10 лет она поменялась. Я вижу тот же Sony Ericsson P900 Pro, P900, который у меня был 10 лет назад. Но сейчас просто бомба все смарта по сравнению с ним. Даже 5 лет. Вы Mate 10 посмотрите от Huawei, потрогайте и попробуйте его поюзать. И поймете, для чего все эти баллы в Antutu сейчас нужны. Там 200 тысяч, и он тормозит на всем. И видео шлак, и фото шлак. Никита, да никто специально ничего не тормозит.
Опять же, вы сейчас забываете о том, что, ну, все думают, что вот бизнес, вы думаете, они сговорились? Нет, у них идет конкуренция. Конкуренция для того, чтобы вы покупали их смартфоны, их железки. И да, они разрабатывают планы, чтобы экосистему, чтобы ты и планшет купил, и там Apple Vision Pro, еще потом подписки, еще что-то. Но при любом раскладе они конкурируют, этим и хорошо. Нет, я не думаю, что кто-то специально тормозит прогресс. Типа договорились, что вот все у нас будут шлаковские аккумуляторы. Нет, это не так работает. Я уверен, что так это не работает. Сергей, вы, если бы знали, какой канал, напоминаю, что Мальцев Сергей. Канал Польза.нет, меня зовут Сани. И там даже Марк 6 я покупал. И потерял на нем 30 штук перепродажи. Никита, ну а какого они размера были? Вы понимаете, то есть в Дубае, а тогда они были богачи. Посмотрите, как выглядел Дубай в 1990 году. Вас кто-то дезинформировал очень сильно. Перекосы вот у... Что мне не нравится. А ты уже CMF продал, чтобы потом что-то новое покупать? Не согласен про пиксель, у меня 8 Pro. Каждый человек свою железку хвалит. Это абсолютно нормально. Сергей, если интересуетесь, вы можете просто вбить Польза.нет, Sony, и вы увидите все мои обзоры. Их много. Почти на все у Sony. На Mark 6 и 5 точно есть. Так, надо спрыгивать. Что-то какая-то беда вообще. Просто ничего. Просто ничего нет. Да какая help, друг. Так интересно, кстати, вот эта политическая туса. Бота с одной стороны и с другой стороны прибегают и обвиняют. Как можно с двух сторон-то? Под это. Опа. Против всех, да? А можно быть просто человеком или никак? Так, и... Бот так стоял, интересно. Еще странно, если он... Шлемак нужен какой-нибудь. О, все. Как по заказу. Ну, как могут люди жить политикой на техноканале? Это совсем больные типы, что ли? Ты хочешь жить политикой, для этого есть 2 миллиона 400 тысяч у одной стороны, и у другой там тоже сколько-то. Для того, чтобы идти и насладиться. Или вы имеете в виду типов, которые ОРТ просто смотрят? Или еще какие-то другие? Или BBC? По-моему, за 2 года можно самореализоваться было в этом моменте. Очень хорошо. Всем, везде, по-всякому. Максимально. Так. Тихо. Да не верю, что... Опа. Хорошо, что бот. Не бот бы уже вынес с винчестером. Да нет, Рамзес, да нет таких людей. Я не верю. Это просто всех убеждают, что они есть. Я говорю, я столько всяких уже заметил, как все... Ну, это знаете, как с поиском, как отправить мужа понятно куда. Я даже знаю, кто это оплачивал в итоге.
То есть теперь я уже знаю, чья это идея, кто это оплачивал. Просто таким образом пытаются манипулировать сознаниями масс. Ну и это довольно неплохо получается, и люди считают, что это норма. По факту никто этого не делал. По факту просто кто-то заплатил за то, чтобы поисковых запросов было много, ботов нагнали, и потом из этого сделали новость, нормализовав какой-то запрос объемом. Так делают, опять же, в техносегменте тоже так делают. Я говорю, это до такой, ну, как с продажами. Я ж почему этим интересуюсь? Не из-за политики, а потому что просто-напросто это SEO. SEO – это часть моей жизни. SEO – это оптимизация контента, потому что он у меня утрированно одинаковый, то есть все про железки. И ну, я интересуюсь, как его оптимизируют те или иные организации. Либо бренды, либо магазы. И вот я вам говорю, что все живет по одинаковым законам. Для того, чтобы манипулировать мнением масс по поводу железки или еще чего-то, схема одинаковая. Особенно в YouTube или в поисковиках. То есть ты просто, допустим, нагоняешь поисковый объем на какой-то запрос, и потом постишь, что этот запрос безумно популярен. А по факту ты это сделал ботами. Это не очень дорого. Вот просмотры сделать реально с комментариями, с SEO, вот как каналы есть, они все еще существуют с направленностью определенной на YouTube. Какие-то закрывают, какие-то нет. Да, медийных личностей нет как таковых, то есть они уже такие а-ля теневые. Почему теневые? Потому что нулевое SEO, то есть там купленные просмотры, купленные комменты, никто их не знает, но на бумаге можно показать, что вот мы работаем, и там у нас миллионы просмотров. По факту это просто отмывание денег. Так же, как и у многих контор по рекламе. Ну, допустим, вот, не знаю, третий эшелон, который у меня покупает технорекламу. Она им для чего? Ну, то есть вы видели хоть один мой обзор на техно на канале? Вот вы там, а их покупают уже 3 года, 2. Вы бы стали его покупать? Я бы ни в жизни не стал. То есть до какой степени маркетологу вообще все равно, чтобы купить такой обзор. Они их покупают. Вот примерно то же самое. То есть для галочки, чтобы освоить средства. Ну или для поискового объема, что типа у него мы тоже разместились, но это такое себе. 35,6, 36,6, ну вообще великолепно. 37,7, 38 лицо. Но опять же мы уже гоняем его 40 минут. Про яркость сейчас проверим. Короче, я очень надеюсь, что когда-нибудь я буду реально аналитиком вот этих вот ютубных штук, потому что я прям уже шарю во всем. 560 люксов. И буду вам рассказывать периодически про эти штуки. Вам же интересно? Иначе бы вы не смотрели. Так, и я, кстати, в своей личной телеге часто рассказываю про подобные штуки. Абсолютно оторванные от реальности. Так, все, FPS-ки он чуть-чуть выкидывать начинает уже. Какой телефон работает прям хорошо? Вот он хорошо работает из коробки. Ненавижу Honor. Ну вот не люблю этот бренд, это дешевый бренд. Это жалкое подобие Huawei по материалам, по дизайну, по всему остальному. Они специально его делают дешевле. 200 Pro шлак, но 200 шикардосный смарт. Даже с 800 тысячами баллов в Antutu. Сергей Мальцев, может быть. Политика в данный момент это общий тренд. Ну, там больше всего денег. Там прям денег море. Вот там люди реально поднимают вот так. Десятки миллионов. Ну, опять же, у кого какое дно. Кто-то... Мне вот по поводу этого лучше уж крипту тогда рекламировать и банки или еще что-то, чем вот это дело. Опять же, у каждого свое дно и у каждого своя градация, что такое хорошо, что такое плохо. По мне, потерять деньги намного безопаснее, чем потерять жизнь или разум. Для кого-то нет. Для кого-то мотивировать людей потерять разум или еще что-то, в принципе, является нормой. У каждого свои варианты нормы. Но я считаю, карма все равно настигнет всех. Так же, как меня она настигала в жизни. И продолжает настигать. Потому что за отсутствие позиции моя жизнь меня тоже наказывает. И будет еще очень много раз наказывать. И до этого всю жизнь у меня так было, что позиции у меня нету. Соответственно,
за отсутствие позиции ты ни с кем не являешься, никому ты не друг, себе даже не друг. Непонятно кто и непонятно что. Но про железки у меня позиция есть. Притом максимально ясная. Как интересно, да? Что про железяки у меня есть позиция. А есть уже кого-то поздравить с выигрышем? Нет, Тима, все еще нету. Абсолютно бесполезный канал. Удаляйте его из подписок. Pfizer до такой степени у нас дешево продается очень часто Huawei. Согласен, знаю, я чуть в другом смысле имел в виду. В жизни есть такие. Да, иногда я неправильно читаю. И это тоже бывает. Вот сейчас он сбросил яркость уже приличнее. Болик. Читаем комменты. Мой пад 2 в пути, но он потерялся, мне кажется. Он где-то при пересылке потерялся. Когда-нибудь будет. Если это не дойдет, закажу еще один. Про шутки слушать это для головастых парней. Штуки. Да. Да, если есть мозг, то можно рассуждать. Поэтому и интересно, как здесь могут пытаться найти чуваков, у которых мозгов нету. Боты. Чтобы интересовались бутылкой водки, а не смартфоном. Осуждаю сам себя за бутылку. Так, и... Где он? Отлично, Phone Republic. Но это не игровой смартфон даже близко. Ты понимаешь, что 800 тысяч баллов Antutu я его в гены даже не включать не буду. Ну, то есть не вижу смысла вообще никакого. Я хотел на тему забытых технологий пообщаться, но ты не читаешь. Я не вижу. Нет, я как и 15 айфона пойду покупать по предзаказу 13 числа. Притом, скорее всего, даже средненькие все. А у меня нету. То есть там, где я живу, комаров нет. Я думаю, вы видите в роли... Вот в основном, где я в роликах верчу телефон, я там и живу. Всегда. То есть я от компа-то не отхожу. И у меня монитор, получается, закрывает. То есть я смотрю вот на просто монитор все время. И всю жизнь я смотрел в ящик, и меня это устраивает. Тима, и тебе добра и удачи. Рамзес мы читаем. Да я не прочитал Samsung, Xiaomi. Водородный двигатель, который сейчас только выкатили, у нас на Европрайсах было в 70-х. Ну, опять же, есть технологии, да, которые... Так вы же не знаете, почему они до этого не выстрелили, правильно? То есть, может быть, были объективные причины, потому что не было материалов, нельзя было просчитать что-то, были проблемы, которые не позволили его использовать раньше. Ну, то есть, мне кажется, в 80-х смарты не могли бы выпустить, потому что не было технологий с батареями, не было микропроцессоров, не было компьютерных расчетов. Мне кажется, он еще сбросил яркость. Ну, уже 15-17 минут. Сейчас проверим. В зону заеду.
Где? Опа. Ладно, как раз через 20 минут, еще минуту покатаю. Буду проверять яркость. Жигули выпускали на нем какое-то время. Это какую модель Жигулей на нем выпускали? Ну-ка. На водородном двигателе? Да, 870 все еще крутой. Ну, я говорю, проц в первую очередь для видеосъемок и вот этих всех. Рендеринга. Во! Через 20 минут все-таки он начал проседать по FPS, видите? 74-80. Тяжело ему уже. Но технически не через 20, а через 50 минут игры, в которые вряд ли он будет кто-то как игровой смарт его покупать. Но кто-то может и будет. Все равно доиграем. Так. Ну что? 500 люксов так и держит. Вы смотрите, какая молодчинка. Ну, то есть 500 люксов это абсолютно адекватная яркость. Тач не отваливается. Вот поэтому он у меня и на первом месте. Я говорю, что здесь все вот вроде не супер, но все из коробки, как и у китайца, работало. То есть у меня был китайский смарт, он был примерно такой же по поведению. Опа. Это не моя машина. Ну и ладно. Была не моя, стала моя. А вот четверка. Так, окей. Не надо набор 2 и вот это. А, не хватает. Ну ладно. И все. А что он тут по мне стреляет? Он очумел? А, это бот, что ли, был? О. Так. Легион Y700. Ну, я им не пользуюсь. Вот он у меня. Никто у меня почему-то и сын не подсел на него в итоге. Герцовку сбросил. Чуть-чуть сбрасывает, но не сильно, не критично. Москвич 76 в Харькове делали их. Понятно. Ну, я как-то пропустил эту вспышку. Видите, я в машинах не разбираюсь, честно. Ртутные двигатели. Рамзес, учитывая... Я считаю, что нету. Ух ты, ёшки. Тихо. Опа. Как хорошо он меня лупанул.
Где-то там. А. Так, 24 минуты. Да, 200 Pro был ужасен. Я не знаю, если вы не смотрели прожарку, у меня нет вообще никакого желания покупать глобалку. Я не знаю, как их тестируют, можно сказать, что не имеет значения вообще ничего, но, короче, я так не считаю. Повторяюсь, фотографии всегда притянуть любого смарта дороже $150 можно, как будто он красивый. Главное, женщин добавить на этот, как его называют, О, машинка поехала. На портретах. Желательно симпатичных. И все. Все будет по фэншую. Вот туда уехала машина. Будем ждать, куда уйдет зона. Как показала практика, средники более выносливые. Да. Ну, это как с F6 Pro, такая же тема. Плюс-минус. Так, Никита, притормаживаем. Много кто делал передовой, и много кто делал первый, и не первый. И давайте... Там-то при чем здесь корпората? Они могли себе позволить что угодно. Давайте объективно. Так, этим придется подъезжать. Вот, уже до 56. Все-таки 26 минут. 55 минут оказалось слишком тяжело для пикселя. Ой, для этого, для Honor. Видите, 60 FPS. То есть все, после 55 минут ему становится плохо. Так, где? Кто где? Давай. Буду тебя лечить. Им по-любому сюда приходить надо. А мне по-любому еще 3 минуты желательно продержаться, чтобы их еще не снесли. О! Или это я? Титан. Это не я. Ну ладно. Ну, я тоже попал. Да, при желании можно что угодно делать фотографии адекватно. В принципе, 27 минут. Можно уже считать, что 30 минут прошло. Вот он, все, сломался. Все-таки через 55 минут 340 люксов он показывает яркость и сбрасывает FPS. Ну, что делать? Два выстрела надо. Так, ну что? Все готовы, так сказать. Сколько мы, кстати, сколько у нас было заряда? Сейчас осталось 32.
28 получается. Было 46. Сколько было заряда? Напомните мне, пожалуйста. Друзья. И мы переходим к розыгрышу тогда. Когда вы напомните. 43. Стало 32. То есть 22% в час. Нормально. Тоже 22, как и в Diablo. Ну, опять же, час мы давно ничего не гоняли так, чтобы нон-стопом. И 55 минут он вывез. Виктор, человек, который выигрывает раз в 3 месяца, автоматически слетает с розыгрыша, и смарт переразыгрывается. Поэтому будем надеяться, что, повторяюсь, если кто-то надеется 2 раза подряд выигрывать, не получится, и через раз даже. Вы морально готовы не выиграть? Готовы? Да не горячий он. Нет. 37,1. Где-то я видел 38. И экран все еще горит. 37. Тач не отваливался, экран был теплее, чем обычно, но не горячий. Опять же, никаких металлических рамок, как у А55, за эти деньги вы не получите. Что 46? Так 46 или 43? Да. Так. Понеслась. Так, ЭТГ сразу открыть. Для проверки победителя на победу. Так, тихо. Все. Пам-пам. Сколько у нас сейчас, я посмотрю, роликов было в августе? 31. 31. И врубаем розыгрыш. Вот смотрите, кстати, видите, 400 просмотров последние дни. Ну, можете всю мою стату посмотреть здесь сразу. 31 августа, 31. Видите? То есть 31 ролик. 31. Генерируем 14. То есть смотрим 14 августа. Hello, Лиза on Air добавляем в описание. Сохраняем. Комментарий больше 5 слов. И либо в комментарии, либо в описании указывается свое имя в телеге. Так делает очень мало людей, поэтому вероятность выше, чем вы думаете. Всего, видите, 200 комментариев. Из них максимум 50 человек сделало по фэншую, если не 30 или не 20. Ник Либра, вы не выигрывали, надеюсь, у меня недавно. Смотрим у Ник Либра. ТГ есть. ТГ есть. И фэншуй это то, что это очень старый мой подписчик. И он есть, Николай Владимирович, я вас поздравляю, вы в ТГ. Так, подписчики, сейчас я сфоткаю, что он в ТГ. Или, ну все равно все видят твой ТГ. Ничего критичного в этом нету. Правильно? Поэтому пишем победитель. И переключаемся. Ник Либра. Хоть раз побеждал, нет?
Poco X6 Pro ваш. Так, теперь по фэншую, где он? Ник Либра в чате? Не вижу, но окей, но я ему все равно написал. Пока он не ответил даже, Николай Владимирович молчит. Мои поздравления. Просто Ник Либра это чуть ли не самый древний подписчик, не относящийся к администраторам. Никита Акорн готов принять ваш выигрыш себе. Все готовы. Нет, уже ответил. У него, может быть, 12 часов ночи, а у меня 3:30. Вот, всем, кому не лень, ставим лайк. Кому не лень, и кто смотрел эту прожарку в записи, пишите комментарии любые, желательно без мата. Вот. Honor 200 все равно хороший смарт. И по мне, по сумме качеств оптимальнейший. Ценник 28 тысяч рублей. Хотя, опять же, у вас выбор. Я говорил уже, что вы можете тасовать Poco F6 Pro, Poco F6 точнее, и его. И там еще один был на третьем месте смартфон. Можно их менять местами в зависимости от ваших желаний. То есть F6 это про игры, все равно там лучше можно настроить и запасы мощности больше. Этот про оптимизацию всего и вся. А третий про съемку. Вот, к сожалению, нет этого, что ты берешь и сразу все у тебя. Николай, без мата можно в сети, но это моя обязанность. Ну, опять же, в жизни я ругаюсь очень сильно, и это, как мне пишут, лицемерие. Ну, я зато... Лицемерием бы было, если бы я об этом не говорил. То есть, и все. Наличие двух высших образований не предполагает то, что у тебя литературный язык в жизни. А в литературном языке, к слову, мата тоже хватает. Как для крепкого слова. Даша Субботина, очень рад, что вы вернулись. Я не знаю, мне написали, что я вас чем-то обидел, чем-то. Я извиняюсь 1000 раз. У нас было недопонимание, 1 000 000%. Потому что, Ирина, вам тоже огромное спасибо. Мне любой человек, который здесь приходит и общается со мной аудиторией, потому что для нас это, повторяюсь, вот такая вот маленькая, супер безопасная компашка. Вы понимаете, что в этом безумном мире безопаснее этого стрима нет ничего для того, чтобы пообщаться. Мы все почистим. Неважно, какая у вас позиция, в каком месте. По железкам поговорим. Может быть, будет какое-то омрачение от чуваков, которые зарабатывают деньги тем, что пишут комментарии. Но в целом вот так. И здесь вам расскажут про железки и про то, как сеть живет. Правду. Которая вам не нужна, вполне возможно, по остальным вопросам. А по поводу этих, почему бы и не знать. Правильно? А посом первый раз проигрыш. Во. В Томск полетит. Во вторник отправят.
Николаю Владимировичу. Как говорится, мало. Дмитрий, да? Да. Следующий прожарку. Я не знаю, как делать прожарку вот этого чуда природы. Я не понимаю. Я не понимаю, как его тестировать даже. Сюда не встает ничего. Можете написать мне, у кого Huawei или кто продает Huawei, помогите мне настроить этот шлак. Не шлак будет, если я его настрою. У меня даже, говорю, половина тестировочных программ не встает. Это просто дичь. Это просто дичь с яблоками. Всем огромное спасибо, что пришли. Все еще мы на YouTube. Если не будет YouTube, я повторяюсь, если где-то будут налажены стримы нормально, можно и там проводить. Но на данный момент все, что я пробовал, хлам, мягко скажем. Николай Николаевич. Подозрительная сова. Давайте всем до свидания скажу. Зи, Света, подозрительная сова, Рамзес, YV, Хэппи, Опоссум, Тима, которого Опоссум удалил сообщение, Матроскин, Дмитрий, Андрюха, Никита, Эд, подозрительный Роуз. Да, значит, не покажет плохих результатов. Эд, Твич, может быть. Константин, Евгений Казаков, Гризлик, Недополитик, Ник Либра, Виктор. Всем доброй ночи. Безумно был рад вас видеть. У меня какая-то грусть, наверное, я еще куплюсь. Но я говорю, я жду яблок. Я жду не только яблок, но яблоки будут 20-го. Завтра, скорее всего, мне пошлют уже смарты. И там будет 2-3 дня, и придут еще 2 новеньких. Но, опять же, детокс от смартфонов тоже полезная тема. Потому что какой-то момент, вы помните, у меня они там через 2 дня, через 2 дня, через 2 дня, у меня уже крыша ехала. Тем более, я сейчас тестирую некоторые вещи, просто про которые я пока не могу говорить. Вот, поэтому все будет хорошо. Следующий стрим прожарка будет на Huawei. Надеюсь, что вам было настолько же приятно меня видеть, насколько мне было приятно видеть вас. Выкинь или утопи его. Только после обзора. Все утоплены.